28 июля на юге Японии произошло мощное землетрясение. Согласно данным метеорологического агентства, магнитуда подземных толчков составила 7,1. В эпицентре сила колебаний достигла максимальных 7 баллов по национальной шкале Синдо. Это наивысший уровень разрушительной мощности, который существует в японской классификации. Подземный удар был зафиксирован в 16 часов 27 минут по местному времени. Очаг залегал на глубине 10 километров. Сразу после толчка власти объявили угрозу цунами для побережья заливов Ариаке и Яцусиро. Прогнозировалась высота волны до 1 метра. Жителям прибрежных районов было предписано незамедлительно переместиться на возвышенности. СМИ сообщают об аварии на железной дороге. От сильных толчков с рельсов сошел грузовой состав, что привело к опрокидыванию локомотива и полной блокировке грузового сообщения в регионе. Параллельно пострадали и пассажиры скоростных поездов Синкансен. В момент удара автоматика экстренно заблокировала движение составов по всему острову Кюсю. В результате резкой остановки несколько человек внутри вагонов получили травмы. Одновременно с этим международный аэропорт Кумамото закрыл взлетно-посадочную полосу на неопределенный срок. На покрытии аэродрома ищут трещины и деформации. Все рейсы экстренно перенаправляют в другие города. Премьер-министр Японии Санае Такаичи на срочной пресс-конференции сообщила о критических повреждениях дорожной инфраструктуры. На ключевых автомагистралях острова образовались глубокие трещины и провалы. Дорожная полиция полностью перекрыла движение по центральному шоссе Кюсю из-за угрозы обрушения мостовых пролетов. Из-за смещения грунта зафиксированы массовые разрывы водопроводных сетей. Вода бьет прямо из-под асфальта, затапливая городские улицы. Из-за падения опор и обрыва линий электропередач без света остались более 40 тысяч домов. В Кумамото вспыхнуло как минимум 7 крупных бытовых пожаров из-за повреждения газовых труб. В городе Уки произошел мощный взрыв в крупном торговом центре Эон, за которым последовал сильный пожар. Здание частично обрушилось, спасатели разбирают завалы. Землетрясение нанесло удар по экономике и культуре региона. Поступили первые сообщения с промышленных объектов. В Кумамото расположена крупнейшая фабрика по производству микросхем тайваньской компании TSMC, а также заводы Sony и Fujifilm. Промышленным гигантам пришлось остановить конвейеры и полностью эвакуировать персонал из цехов. Сейчас инженеры проверяют, не пострадали ли от вибрации фабричные трубы, вентиляция и сверхчувствительное оборудование. На одном из таких объектов произошло обрушение заводской трубы. Комитет по регулированию ядерной энергетики Японии выпустил официальное заявление. На атомных электростанциях Генкай и Синдай, расположенных в этом регионе, никаких аномалий или утечек радиации не зафиксировано. Реакторы работают штатно. Серьезно пострадал исторический объект замок Кумамото, который является памятником культурного наследия. Камеры зафиксировали обрушение части внешних каменных стен. Администрация комплекса закрыла замок для посещения. Напомню, что замок только недавно восстановили после разрушительной серии землетрясений 2016 года.
На данный момент больницы города уже сообщили о более чем 50 раненых с травмами различной степени тяжести. Более 150 тысяч человек получили предписание об обязательной эвакуации во временные лагеря спасения. Точное число пострадавших уточняется. Официальные ведомства продолжают сбор информации. Для населения открыты эвакуационные центры в безопасных зонах. Угроза цунами, которую объявляли в первые минуты после землетрясения, на данный момент снята. Однако метеорологическое агентство предупреждает, расслабляться рано. В ближайшую неделю регион будут сотрясать авторшоки. Жителей просят не приближаться к полуразрушенным зданиям, мостам и поврежденным дорогам.